Листья лозы на ветру кружат. Весь мультсериал «Аватар. Легенда об Аанге» пропитан изрядной долей мудрости, смысла и жасминового чая, но он бы не был таковым без одного персонажа. Персонажа, который стал учителем для многих главных героев, а может и для нас с вами. Персонажа, который поддерживал юмор в сериале, но в то же время был генератором мудрейших цитат. И этим героем, конечно же, является дядя Айро. Дракона Запада сложно назвать главным героем Аватара, но и второстепенным назвать его просто язык не повернется. Айро выступает таким гидом для многих главных героев, а в особенности для Зуко. Он предстает пред нами будто Буддой, который постиг все истины мироздания и с радостью готов делиться своим знанием с окружающими. Но так было далеко не всегда. Ни для кого не секрет, что все правители Дазука за последние 100 лет были тиранами и садистами. Начиная с Созина, нация огня приобрела совсем иной окрас. Они были самым преуспевающим народом и в один момент захотели этим воспользоваться. И он не мог воспитать никого, кроме такого же ужасного сына Азулона. И как и следовало ожидать, Азулон был отвратительным отцом для своих детей, а именно для Айро и Азая. Как мы знаем, второй из них так и не свернул с пути и остался таким же тираном, как его отец. Но первого из них воистину можно назвать родоначальником новой эры для народа огня. Эры мира и гармонии. Но изначально он не был таковым. Мы мало что знаем о жизни Айро до смерти его сына Лутена, и поэтому сложно судить о том, каким он был на протяжении большей части своей жизни. Но все же, один момент мы все-таки имеем. Он был рассказан нам в серии «Одинокий Зуко». В одном из воспоминаний о его детстве нам рассказывают об одном письме, которое прислал Зуко дядя Айро. В нем дракон Запада пишет о том, что разрушил внешнюю стену Басингсе и теперь направляется к внутренней стене. Он шутит о том, что хотел бы, чтобы они увидели этот город когда-то, только если не сожжет его дотла. Надеюсь, вы все когда-нибудь его увидите, если мы не сожжем его дотла. Это письмо хорошо показывает, каким был Айро до смерти Лутена. Жестким, не имеющим эмпатию к другим народам и готовым шутить на такие неделикатные темы. В общем-то таким, каким воспитал его Азулон. Тем не менее, в той битве все проходит не так гладко, и Айро теряет своего единственного сына. Именно тогда он начинает меняться. Он перестает видеть в войне нечто хорошее. Для него война становится бессмысленной мясорубкой. Он также осознает, что в других народах были такие же дети, как и его сын, которых он самолично убил. Переворот в его сознании предвещал изменения в нации огня, но делал он это не напрямую, а через обучение своего племянника, наследника престола, а также того, кто заменил ему сына, Зуко. В своем ролике про Азулу я сказал, что дядя Айро забил на жизнь Азулы, и я все еще так считаю, но сейчас я понимаю, почему так произошло. Когда Лутен умер, Азула уже была под сильным влиянием Азая, тогда Айро уже едва ли мог стать для нее учителем. Мало того, что он долго отходил от смерти Лутена, и как он признался в комиксах, он так и не отошел от этого полностью, так еще и Азула его презирала, стать для нее авторитетом было невозможно. Зуко же как раз остался без матери, единственного человека, который о нем хоть как-то заботился, и тогда на помощь пришел дядя Айро. Он заменил Зуко его мать, и в то же время Зуко заменил Айро его сына. Все сложилось идеально. Они были нужны друг другу именно в этот момент, и как раз поэтому они стали так близки. Дядя Айро, получив тот несусветный опыт потери своего сына, не мог допустить, чтобы Зуко пошел по тому же пути. Вероятнее всего, он видел в Зуко ту ярость, которая была в нем самом когда-то, которая была у его отца и его деда. Он осознал, что просто обязан быть рядом с ним и не дать ему продолжить этот круговорот убийств, который начал еще Созин. Каждый раз, когда Зуко ведет себя яростно, дядя Айро пытается учить его, но в то же время он не перегибает палку и позволяет Зуко совершать ошибки, так как он знает, что только когда человек самостоятельно совершит ошибку и осознает это, только тогда он сможет полноценно развиваться. После смерти Лутена Айро отправился в путешествие по миру. Именно тогда он начал понимать, что различие между народами — это лишь иллюзия. Он начал искать гармонию в магии воды и в итоге изобрел прием отвода молнии, а также научился брать энергию не из гнева, как почти все члены его семьи, а из дыхания. Также Айро был одним из членов Белого Лотоса, что уже как бы априори говорило о том, что он держит нейтралитет. Когда именно он примкнул к Белому Лотосу, неизвестно, но не исключено, что во время как раз таки этого кругосветного путешествия.
Анализировать судьбу Айро так же сильно, как и судьбу Азулы, не приходится, ведь его жизнь была довольно легко объяснимой. На его становление мудрым человеком, которым мы привыкли его видеть, повлияло лишь одно ужаснейшее событие. Конечно, скорее всего, Айро и раньше имел склонность к доброте. Например, как мы знаем, еще до смерти Лутена он отправился за поиском драконов и нашел их, но не стал убивать, как его родичи. И уже этот факт дает нам понять, что в Айро всегда было нечто рассудительное и сострадательное. Но тем не менее, именно смерть Лутена заставила его окончательно и полностью отрекнуться от учений своего отца и деда. На протяжении всего мультсериала в Айро мы уже видим состоявшегося героя со своими убеждениями и ценностями, в то время как остальные персонажи находятся лишь в процессе становления, и эти персонажи не знают, в какую сторону идти. И как раз в этот момент приходит учитель, и это именно то, что нужно каждому из нас. Учитель. Тот, кто будет направлять нас и пытаться показать более приемлемый путь. Айро всегда говорил, что никакой судьбы нет, и ты сам выбираешь, как двигаться. Когда бы Зука не говорил, что его судьба это словить Аватара, дядя Айро всегда говорил ему, что он совсем не обязан этого делать. В мультсериале мы несколько раз видели то, что дядя Айро демонстрирует свою духовность, которую он, по всей видимости, приобрел во время своего кругосветного путешествия. Эта духовность проявлялась не только в его способности видеть духов, но и в том, что он в любой ужасной ситуации проявлял осознанность и почти никогда не выходил из себя, и оставался таким же непоколебимым. В отличие от Азулы, Айро был хладнокровным не из-за своего безразличия, но из-за чистоты его сознания. И как мы видели в легенде о Коре, это в итоге позволило ему остаться в мире духов. А спонсором этого ролика был магазин сладостей Мармелад Шоу, в котором вы можете приобрести кучу различных конфет, мармеладок, газировок из Америки, Европы и Азии. А также у них присутствуют различные сладости из 90-х. И по моему специальному промокоду вы получите скидку в 10%. Так что, если интересно, то переходите по ссылке в описании. А на этом мы сегодня закончим. Если у вас есть какие-то идеи видео, которые вы бы хотели увидеть на этом канале, то обязательно напишите о них в комментариях, так как в последнее время у меня с этим проблемы. Можете, кстати, предлагать идеи не только по Аватару. Всем спасибо за просмотр и еще увидимся.